Вера, ты уже проснулась? Угу. Слушай, какая тишина. Только петух орет. Вот это деревня настоящая. И холодина страшная. Где мои два теплых шерстяных носка? Да вот они, на стуле лежат. Твои два теплых шерстяных носка. Спасибо. Я так рада двум теплым шерстяным носкам. Ты не представляешь. Смешная ты, но без двух теплых шерстяных носков зимой правда никуда. Это точно. Мороз сегодня ого-го. Бабушка уже во дворе. Надо помогать бабушке. Да, пойдем. Я вчера помогала бабушке на кухне. А я помогал бабушке снег убирать. Слушай, а ты привык к деревне? Потихоньку. Сначала тяжело было. Магазин далеко, автобус редко ходит. Зато люди хорошие. Сосед вчера сказал: не переживай, все будет хорошо. Ну да, здесь все друг другу помогают. Кстати, ты сегодня кому помогаешь? Бабушке и соседу. Он забор чинит. А я, наверное, помогу соседке. Слушай, интересно, мы все время говорим «помогаю бабушке», «помогаю соседу». Почему не бабушку? Точно. Почему? Потому что помогать – это кому? Помогаю кому? Бабушке. Дательный падеж. Именно. Я помогаю бабушке. Ты помогаешь соседке. Мы помогаем людям. Я помогаю брату. А я помогаю сестре. И коту тоже помогаю. Я ему молоко даю. Значит, помогаешь коту. Да, кому? Коту. Вот видишь, запоминается. Кстати, а где твои носки? Ой, у меня нет двух теплых шерстяных носков. Как нет? Не вижу двух теплых шерстяных носков. Под кроватью посмотри. Точно, я доволен двумя теплыми шерстяными носками. Без двух теплых шерстяных носков зимой холодно. Согласен. Антон, тебе здесь нравится? Знаешь, да, тихо, спокойно. Бабушке помогаем. Соседи нормальные. Постепенно становится как дома? Наверное. В гостях хорошо, а дома лучше. Может, это и есть наш дом? Может быть. Ну что, пойдем помогать бабушке? Пойдем. И не забудь о двух теплых шерстяных носках. Такое не забудешь.